Как заменить датчик уровня топлива на вашей десятке? Очень просто. Для начала, конечно, нужно приобрести сам датчик уровня топлива. Я же заказывал его на Озоне. Сейчас вы можете видеть артикул данного товара на ваших экранах. Кому интересно, можете вбить в поисковик Озон и посмотреть данный товар. И причина, почему я меняю данный датчик, так как на приборке у меня неправильно показывает уровень топлива. И, конечно, я не хочу в один прекрасный день встать на дороге из-за того, что у меня кончился бензин, потому что у меня неправильно показывал датчик уровня топлива. Ну ладно, хватит предыстории, давайте приступим к самой замене. Итак, перемещаемся на задний ряд сидений, откидываем в сторону сиденья, и у нас здесь предусмотрен доступ к бензобаку. Так, загибаем. Данная крышка у нас крепится на двух винтиках 1 и 2. Откручиваем и убираем данную крышку в сторону. И снимаем данную крышку. Теперь у нас есть доступ к самому бензонасосу. Как мы видим, здесь полно пыли, поэтому сейчас здесь я немного приберусь, потом включимся. Итак, маломальски сделал здесь уборку, отсоединил проводку, разъем здесь, в этом месте, и данный разъем. Теперь нам нужно открутить, отсоединить трубки подачи и обратки топлива. Здесь, если не ошибаюсь, ключ на 17. И такой небольшой совет: когда будете откручивать, придерживайте данный выступ, в который прикручивается трубка, потому что мало ли, нужно быть здесь аккуратным. В этом месте нужно использовать ключ на 17, а здесь ключ на 19. Одной рукой откручивать данные шланги неудобно, поэтому за кадром откручу здесь и здесь. Итак, отсоединили трубки. Обратите внимание, что на их концах есть маслобензостойкие резиновые уплотнительные колечки. Их нужно в обязательном порядке заменить, так как они обеспечивают лучшую герметизацию данной всей системы и не будет здесь протечки бензина. Не забывайте их заменить. Далее нужно будет здесь открутить 8 гаек и в моем случае 1 винт. Откручиваем и убираем данное уплотнительное кольцо. Семь гаек и 1 винтик открутили. Теперь убираем данное уплотнительное кольцо. Убирается просто, без никаких усилий. Соблюдаем аккуратность. Все, убрали. Сейчас эта трубка здесь мешает. Аккуратно, легко и изящно убираем в сторону. Одной рукой, конечно, не очень удобно это делать. Так. Сейчас. Убираем. Вот так. Уплотнительное колечко здесь. Теперь еще раз лучше сделать здесь продувку от пыли, чтобы у нас всякая пыль и маленькие соринки не попали в бензобак. От пыли зачистил во второй раз. И теперь нам нужно извлечь весь бензонасос в корпусе. Вот так это все выглядит. За кадром я извлеку бензонасос полностью, его в корпусе, просто тянем его наверх очень аккуратно, чтобы ничего там не повредить. По итогу резинку данную уплотнительную я не снимал, просто потянул бензонасос на себя, и вот нижний стаканчик, который не хотел вылазить, он просто отсоединяется, и он там остается в баке. Сейчас я подожду, пока бензин весь откапается, извлеку бензонасос, а уже следом за ним отдельно вытащу данный стакан, который устанавливается вот внизу бензонасоса. Теперь извлекаем данный нижний стакан с помощью пинцета. Осторожно, не торопимся, но все равно придется руки замарать в бензине. Да, потому что здесь нужно усилие. И достаем
его также аккуратно пытаемся не замарать салон бензином. И вот так выглядит бензонасос, который мы извлекли вместе с его нижним стаканом. Теперь делаем осмотр, смотрим, как здесь все отсоединяется. Датчик уровня топлива при помощи отвертки крестовой откручиваем два винтика, отсоединяем здесь штекер. Штекер отсоединяем и подсоединяем другой новый датчик уровня топлива. И как раз у нас есть отличная возможность осмотреть фильтр тонкой очистки топлива. Как можно видеть, нужно его заменить. Получается, сделаю замену двух фильтров. Первый, который в бензобаке, и второй, который под машиной возле бензобака. И как его менять, будет в другом видосе. И теперь, когда рядом со старым фильтром лежит новый фильтр, мы можем их визуально сравнить и, мягко говоря, ужаснуться, насколько был грязный данный фильтр и с каким трудом в двигатель поступал бензин. И, конечно же, такой загрязненный фильтр будет влиять на работу двигателя. Так что, если вы полезли в бензобак, обязательно меняйте данный фильтр. Теперь приступаем к замене к датчику уровня топлива на корпусе бензонасоса. Как я и говорил, здесь откручиваем один винтик и второй винтик. Убираем его в сторону. И нужно нам отсоединить два разъема. Раз и два. Тонкой отверткой или шилом нужно отстегнуть в данном месте, чтобы разъем извлечь. И в этом месте нужно отогнуть данный фиксатор. Отсоединили старый датчик уровня топлива, и теперь можно его сравнить с новым датчиком уровня топлива. Смотрим. Здесь явно присутствует износ. Как раз вот эта часть и отвечает за показания на приборной панели, то есть за стрелку уровня топлива. И теперь здесь, как и должно быть на новом датчике уровня топлива. Тут все чисто. Вообще датчик уровня топлива в автомобиле никогда не менялся. И с уверенностью могу сказать, что данный датчик был установлен с завода. Так что он отслужил свое достойно. Устанавливается же все в обратной последовательности. Вот так выглядит бензонасос в сборе с новым фильтром, с новым датчиком уровня топлива и вместе с нижним стаканом. И собираем все в обратной последовательности. И один маленький момент: чтобы установить бензонасос, то есть в сборе обратно на свое место, нужно данную резинку извлечь, продеть бензонасос в эту резинку, а уже потом этот бензонасос с этой резинкой погружать в бензобак на свое место. Установили все на свои места, сидушки также установили на свои места, и теперь проверим, как у нас будет показывать датчик до замены. Стрелочка уровня топлива поднималась вверх очень медленно и показывала неправильно. Посмотрим, как будет вести себя стрелочка после замены датчика уровня топлива. Отлично. До этого, повторюсь, стрелка поднималась очень медленно, то есть вяло-вяло, и показывала неправильно. Сейчас же все отлично. Ну и запускаем. Все, запустились нормально. На этом замена датчика уровня топлива подошла к концу. Если понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте подписываться на канал. И если вы задавали вопрос,